Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Из-за цензуры Ютуба некоторые кадры не вошли в данное видео, но с ними можно ознакомиться в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. 26-летняя Виктория Макарова родилась в станице Новоалексеевская. Как рассказывают местные, выросла девочка в неполной семье. Мать воспитывала ее и брата в одиночку. Их отец тоже живет в Новоалексеевской, однако давно прекратил общаться с дочерью и сыном. В школе Вика училась хорошо, вспоминает в беседе с РИА Новости ее одноклассница Елена. Потом уехала в Армавир и поступила в филиал местного университета. Окончив вуз, оказалась в городе, устроилась продавцом в магазин, но почти в каждые выходные навещала родных в станице. Помогала матери воспитывать младшего брата, иногда забирала его к себе в Армавир. Также Елена отметила, что Вика никогда не была обделена мужским вниманием, однако и легкомысленно ее назвать было никак нельзя. В Армавире Виктория познакомилась с 32-летним бизнесменом Акшином Гусейновым. Как известно из материалов дела, на него была оформлена ИП «Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения». Также он занимался строительством и управлял пейнтбольным клубом «Арма», где устраивал военно-тактические игры. Акшин родился 4 ноября 1988 года. О ранней биографии известно только то, что тот рос без отца. Тельман Гусейнов оставил семью, когда сыну было 7 лет. Родители развелись, и более в судьбе сына отец участия не принимал. Родители Акшина – этнический азербайджанец, отставной военный Тельман, и мать, русская, завуч местного интерната, расстались, когда их общий сын пошел в 1 класс. Как рассказал мужчина, его не принимали родители супруги. Тесть железнодорожник и теща-медик чуть ли не оскорбляли его на национальной почве, и ему пришлось уйти из дома с одной сумкой в руках. Тельман переехал в Майкоп и последний раз видел сына 7 лет назад, когда был в командировке в Армавире. По словам отца, у Акшина не было никаких отклонений. На встречу он приехал на десятке, рассказал, что работает в строительной сфере, и отказался давать номер матери, коротко пояснив – не стоит. Воспитывался мальчик матерью и бабушкой. Так, по словам людей, которые проживали рядом с ним, он рос хулиганом, а также, что он с детства был чрезмерно агрессивным и вспыльчивым. По воспоминаниям ровесников мужчин, с которыми они вместе росли на улице Советской армии, Акшин с детства чувствовал себя лишним дома и хотел съехать оттуда. Он рос импульсивным ребенком и нередко проявлял агрессию. Знакомые вспоминали, что когда парню было 14-15 лет, он с другими подростками поджег бомжа в их дворе. А когда стал чуть постарше, его бросила девушка из-за того, что он якобы применял к ней насилие. Акшин стал ухаживать за Викторией и добился взаимности. В итоге пара стала жить вместе. «Мы часто бывали у них в гостях», — говорит коллега погибшей Анастасия. И если кто-то оказывал Вике знаки внимания, она сразу предупреждала, что у нее есть парень. Акшин был заботливый, помогал не только ей, но и младшему брату. Словом, хорошая пара. Впрочем, другие знакомые Виктории утверждают, что в социальных сетях она позиционировала себя как девушка в активном поиске. «Мне казалось, что Вика ни с кем не встречается.
признается Елена, с которой они вместе росли. Она выкладывала в соцсетях различные сторис, и многие парни интересовались, есть ли у нее кто-нибудь, на что Вика всегда отвечала отрицательно. О том, что она с кем-то жила, я узнала лишь сегодня. Другая подруга Виктории рассказала. Познакомились в соцсетях они вроде, начали общаться, позже встречаться. Настроены вроде серьезно были. В прошлом году он сделал ей предложение. Свадьбу планировали на сентябрь 2020 года. Тем не менее, пара так и не поженилась. То ли из-за эпидемии, то ли из-за ссор. В социальных сетях Акшин Гусейнов и Виктория Макарова будто бы не знакомы. Во ВКонтакте их нет друг у друга в друзьях. На всех снимках, которые выкладывались, девушка или одна, или в окружении подруг. На ее странице есть только лайки и виртуальные подарки от сожителя. Аккаунт Акшина же исключительно профессиональный. В нем нет личных фотографий, только бизнес-сообщения. Гусейнов позиционировал себя довольно целеустремленным. «Я хотел заработать деньги на таком уровне, на котором было бы позволено менять не просто страны, политику целых стран, но можно было изменить весь мир», процитировано в СМИ. В Армавире Гусейнов и Виктория жили на улице Розы Люксембург в съемной квартире. Со слов матери Акшина, она была там один раз в июле и ничего подозрительного не заметила. Сын познакомил ее со своей избранницей, и девушка произвела на нее хорошее впечатление. Более того, Акшин делился с мамой, что любит Вику и планирует на ней жениться. Последний раз мать виделась и общалась с Акшином 8 декабря. Вечером он приехал к ней. Мать не заметила в поведении сына ничего необычного. Он был спокоен и на вопрос матери о том, где Вика, ответил, что девушка работает. Гусейнов и Макарова проводили вместе романтический вечер. Именно в этот момент девушка решила рассказать ему о своих интимных отношениях с другими мужчинами, которые продолжались с августа. Парень не выдержал правды и забил возлюбленную насмерть. После этого он положил окровавленную девушку в ванну и залил водой, которая окрасилась в алый цвет. Любовником девушки оказался Юрий Резнов, роман с которым у нее завязался в мае. Юрий познакомился с красавицей, когда она выгуливала собаку в центре Армавира. С тех пор периодически в сторис у него появлялись видео и фото с возлюбленной. Парень часто катал ее на своей машине под модные треки, возил в бары, приезжал к ней на работу. Влюбленные делали нежные совместные снимки. Резнов называл ее родной и своей. При этом парень якобы не подозревал, что у девушки все еще есть основной парень – Акшин. Он думал, что они давно расстались. Она вела двойные отношения на протяжении долгого времени. Я узнал об этом числа 3-4 декабря и послал ее, признавался Юрий в соцсетях. За несколько часов до убийства Гусейнов звонил Юрию с телефона девушки и приглашал приехать к нему на квартиру, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако Резнов заявил, что прибудет не один, а с друзьями, и тогда преступник резко отказался, пишет Russian News. «Думаю, он планировал убить меня тоже в своей квартире», — отметил парень. Юрий утверждает, что напоследок Акшин сказал в трубку: «Ты офигеешь, что будет дальше», и дал отбой. Возможно, в день убийства Виктория решительно настроилась разорвать отношения с Акшином и поэтому рассказала ему о своей связи с Юрием. Шокирующие фотографии и видео в ночь с четверга на пятницу появились сразу в нескольких пабликах ВК. По словам администраторов интернет-сообществ, их прислал пользователь под ником Акшин Гусейнов. На кадрах убийца позирует на фоне ванны, в которой лежит окровавленное тело девушки. Сначала он забил до смерти свою хрупкую 26-летнюю подругу, затем отнес истерзанное тело Виктории в ванную и начал снимать видео. В 9-минутном ролике на фоне трупа Гусейнов признается в зверском убийстве, но в его речи нет ни тени смущения или раскаяния. «И я хочу вам сразу всем сказать, я адекватный, и я в себе. Убил я ее в гневе, да. Как это все произошло? Она призналась 3 декабря мне в измене, не просто в измене,
а в том, что с августа месяца спит с другим парнем. Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе, и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался делать так, чтобы все было хорошо, объясняет на видео убийца. Затем Гусейнов признается, что жестоко избил девушку, после чего решил ее убить, чтобы та не рассказала об этом своей матери. При этом, по его словам, дело тут не столько в измене, сколько в накопившемся у него недовольстве поведением девушки, которая, как он выразился, выносила ему мозг. При этом злодей считал, что нашел правильное решение, потому что убийство лучше, чем всю жизнь жить, обманывая друг друга, и потом, когда вскрываются измены, спустя года, десятилетия, когда у вас уже подросшие дети, люди разводятся, ругаются и едят друг другу мозг чайной ложкой. Нарисованную перспективу Гусейнов назвал ужасной, не желая себе такой жизни. Если бы она сказала, что я хочу расстаться, я ухожу, пожалуйста, она этого не сказала. То ли оправдывает себя, то ли искренне верит в эти слова мужчина. Я сейчас поеду к ее брату маленькому, затем я сяду в ее машину, поеду на море Черное. Куда именно, еще не определился, произносит Гусейнов слова, как будто из какого-то триллера. Однако это была не киношная постановка. Администраторы пабликов попытались всячески вразумить молодого человека, посоветовали ему пойти в полицию, написать явку с повинной. Однако тот сел за руль и поехал в станицу Новоалексеевская, где жили мать и младший брат убитой. Дома он застал лишь 9-летнего брата девушки. Мать, сотрудница местной АЗС, была на работе. Вскоре администраторы пабликов ВК получили новый шок-контент – снимки забитого до смерти ребенка с переломанными руками и ногами. «Я сейчас поеду и буду над ним долго издеваться, потом убью, потому что я так хочу, и я получу от этого удовольствие. Это последнее удовольствие будет в моей жизни, ведь люди для чего-то живут, для эмоций», рассуждал Акшин на видео. 9-летнему Дмитрию он нанес множественные травмы, включая открытые черепно-мозговые, выкрутил конечности в суставах, после чего задушил. Подруги Виктории уже после ее страшной смерти осознали, что ее отношения с Гусейновым со стороны выглядели довольно странно. Девушка явно пользовалась благосклонностью Акшина, принимала его подарки, фотографировала их и выкладывала снимки в соцсети, то есть хвасталась. Там были и букеты цветов, сладости, гигантский плюшевый мишка, смартфон за 70 тысяч рублей на день рождения и тому подобное. Они также отметили, что Макарова, которая благодаря своей эффектной внешности пользовалась успехом в социальных сетях и часто получала вопросы о своем семейном положении, всегда уклонялась от ответа, то есть не хотела кому-либо рассказывать об отношениях с Акшином. Подруги предполагали, что Виктория просто боится сглазить, ведь счастье любит тишину. В общем, нам казалось, они идеальная пара. У него 4 ноября день рождения, а у нее на следующий день, рассуждали коллеги Виктории по обувному магазину. При этом в своем инстаграме она пребывала в гордом одиночестве, демонстрировала наряды, рассказывала о событиях из своей жизни, но Гусейнову там места не нашлось. Зато есть семейные фото. По словам знакомых Макаровой, она трепетно и с большой любовью относилась к своему 9-летнему брату Диме, ездила присматривать за ним, пока мать работала в ночную смену в больнице, делала с ним уроки. Снимки Виктории с братом в ее инстаграме есть, а с бойфрендом нет. Впору задуматься, считают подруги девушки. Возможно, щедрость Акшина и его красивые жесты, он, к примеру, приезжал к матери Вики просить благословения, произвели на Вику впечатление, и ей было трудно отказаться от всего этого даже после того, как она встретила Резнова и влюбилась в него. Эксперты высказали разные версии такой жестокости мужчины.
В частности, эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин считает, что Гусейнов ненавидел 9-летнего мальчика больше, чем свою любовницу, потому что ребенок смог разглядеть в нем маньяка и просил сестру бросить мужчину. А сестра могла передавать, что вот, мой братик тебя не любит, если он начинал заболевать шизофренией, а 30 лет – это пик. То, что он сотворил с мальчиком, говорит о большей ненависти к нему, чем к ней. Возможно, речь зашла о том, что он его поедет убивать, и девушка встала на защиту, высказал изданию Life свои гипотезы специалист. Эту версию косвенно подтверждают и соседи Гусейнова, отмечая, что тот баловал мальчика. Потому и разозлился, что тот был в курсе измен Виктории, скрывал, да еще и призывал расстаться с Акшином. Брат для него – это триггер. Если бы он не хотел его изначально убивать, он бы не поехал так далеко. Убийство мальчика прям выбивается из всей картины наших сводок. Он подверг себя опасности, рисковал, что его раскроют, но все равно доехал, говорит Кирюхин. Он также предположил, что особая жестокость, с которой Гусейнов убил брата своей девушки, может свидетельствовать о наличии страсти в его отношении к мальчику. Бесконтрольное насилие говорит о дикой просто ненависти, либо о безумной любви, как это ни странно будет звучать. Причинение тяжелых увечий и мучений своей жертве говорит о внутреннем сексуальном конфликте. Разделавшись с мальчиком, Гусейнов поехал в поселок Джубка, там на берегу Черного моря, и бросил свой автомобиль, действуя по составленному собой сценарию. Убийство ребенка, а потом заплыв по зимнему морю, насколько хватит сил. Тело 32-летнего Акшина Гусейнова, объявленного в розыск после убийства Виктории Макаровой и ее 9-летнего брата, было обнаружено на берегу в Новороссийске. Труп прибило к побережью волнами. На последних кадрах с камер наблюдения видно выходящего из автомобиля мужчину, идущего по берегу в одежде, но босиком. В таком виде он скрывается из объектива камеры, сообщает КП «Кубань». Надо сказать, что не все эксперты верили в способность Гусейнова покончить жизнь самоубийством. Как правило, убийцы редко обладают мужеством, чтобы после содеянного распрощаться с собственной жизнью. В целом, эксперт делает акцент на том, что в своем видеообращении Гусейнов подчеркивает собственную адекватность и требует не считать его психом, хотя содеянное им, а запись мужчина делал на фоне брошенного в ванну изуродованного трупа своей подруги, наглядно свидетельствует об обратном. Криминалист подчеркивает, что шизофреникам как раз свойственно отрицать свою неадекватность и убеждать себя и окружающих в собственном добром психическом здравии. Никаких следов насильственной смерти на его теле, всплывшем у берегов Новороссийска, криминалисты не нашли. А значит, подонок, переломавший все суставы ни в чем не повинному ребенку перед смертью, как и обещал, покончил с собой. Кроме того, причины по-настоящему демонического поведения Гусейнова, говорят специалисты-психологи, могут крыться в его прошлом. Отец, Тельман Гусейнов, ушел, когда Акшину было всего 3 года. Спустя много лет они встретились, но общение их длилось всего несколько минут, после которого они снова забыли о существовании друг друга. О смерти сына я узнал из интернета, а о его подвигах от следователя. Могу сказать, что до сих пор отхожу от услышанного и увиденного о нем, рассказал Гусейнов-старший изданию МК.ру. Никакой вины за собой отец не чувствует, признаваясь, что не участвовал в воспитании сына. Более того, после всего случившегося он не созванивался с бывшей женой, матерью убийцы, и даже не собирается этого делать. «Я хочу забыть все, как страшный сон», признается Гусейнов-старший журналистам. Что касается остальных родственников 32-летнего изверга из Армавира, они не выходят из дома. Общение с внешним миром сейчас для матери-убийцы происходит только через правоохранителей. Вероятнее всего, похороны Акшина Гусейнова будут проходить тайно. В городе боятся провокаций и потасовок в этой связи. Ведь на глазах миллионов в режиме онлайн разыгралась страшная трагедия в духе американского кровавого фильма ужасов. Пишите, что думаете по поводу этого страшного дела в комментариях.
Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.